Все когда-то было лишь воображаемо, но сегодня узнай точно, чего хочешь ты, а не то, что, по их мнению, ты должен хотеть. Тебе не нужно чье-либо разрешение, не чье-то, только твое собственное решение. Что я хочу? Что будет, если это станет правдой? Как я буду себя чувствовать, если это окажется правдой? Теперь поймай это настроение и постарайся наделить его всей чувственной яркостью реальности, всеми оттенками реальности. И затем погрузись в него, словно оно уже правда. И ожидай неизбежного. Неизбежное заключается в том, что ты воскресишь это и объективируешь его на экране пространства, и тогда мир назовет это реальным. И неважно, если тебе не поверят, когда ты скажешь, что это случилось, потому что ты просто вообразил это. Они будут указывать на ряд событий, или последовательность, или цепь обстоятельств, которая привела к желаемому результату и воплощению воображаемого состояния. По этому мосту или цепи событий ты будешь идти к осуществлению того состояния, и они будут указывать на какую-то физическую вещь, которая была причиной. Но причина невидима, или же это Бог. А Бог невидим для смертного «я». Никто не знает, что ты воображаешь, но ты можешь сесть и вообразить, и никто не может тебе помешать. Но сможешь ли ты придать реальность воображаемому состоянию? Если да, то мост событий появится в твоей воле, и ты пройдешь через череду событий, ведущих к осуществлению воображаемого состояния. Но не приписывай причинность никаким физическим шагам, которые ты предпринял для его осуществления. Например, ты вообразил себе успешный бизнес, и вот однажды появляется здание, которое продается, и ты не имеешь ни гроша. Но тут подходит совершенно незнакомый тебе человек и спрашивает, не собираешься ли ты его купить. И зная, что у тебя нет ни копейки, ты говоришь ему как другу: «На что?» А он отвечает, что у него есть деньги, которые просто лежат в банке без дела, и предлагает купить это здание для тебя или попросить своего адвоката сделать ставку. Если они узнают, что я делаю ставку, они будут повышать ее, и тогда я смогу купить это здание по самой низкой цене, попросив адвоката, представляющего нескольких клиентов, сделать ставку, так, чтобы они не знали, кого он представляет. И ты говоришь: «Да, я готов взять это, независимо от цены». Но у тебя нет никакого залога. Все, что тебе нужно, это твоя подпись, что ты будешь просто выплачивать 6% от какой бы ни было цены, и затем снижать эту сумму в течение 10 лет. Ты соглашаешься, и вот ты подписываешь документы, и в тот день ты становишься владельцем здания, хотя у тебя не было ни гроша. Все, что у тебя было, это твоя подпись на бумаге. В течение следующих 10 лет ты выплачиваешь человеку его основную сумму, ежегодно выплачивая 6% от оставшейся суммы. И по истечении 10 лет ты выплачиваешь всю сумму полностью. Тот человек умирает спустя 20 лет и оставляет тебе $150 тысяч без налогов, а также несколько домов и много личных вещей. А тем временем твой бизнес продолжает расти и множиться. Все это произошло с 22 по 24 годы, а сейчас уже 1968 год. Того самого дома, о котором я говорю, уже не существует. Человек, который его купил, заплатил всего $50 тысяч. Здание было выкуплено. А 3 года назад банк купил это место, где когда-то стоял дом, за $840 тысяч наличными, без налогов на прирост капитала.
А тем временем бизнес расширился на все другие острова, и сейчас его не купить и за 15 миллионов долларов. Все это произошло благодаря одному воображению. Это возвращает нас к тому воображению, которое предшествовало предложению этого человека купить здание. Молодой человек видел в этом здании нечто большее. Он думал, что его отца обманули и через обман вытеснили из партнерства. И он решил не мстить, а доказать, что он чего-то стоит, несмотря на их обман. Поэтому каждый день он представлял в своем воображении, что на вывеске здания написана не их фамилия, а его семейная фамилия. Он не мог физически изменить их фамилию на свою, но он видел это в своем воображении. Он ежедневно по 2 раза в день в течение 2 лет представлял в своем воображении, что на вывеске здания написана его семейная фамилия. Это означало, что семья владеет этим зданием. И вот однажды летом все это стало возможным. Сейчас эта компания распространилась на все острова, и у них нет больше других партнеров. Они никогда не принимали в компанию посторонних и никогда не продавали акции за пределами семьи. Все это произошло благодаря одному только воображению. Я знаю об этом, потому что сам принадлежу к этой семье. Я говорю о своей собственной семье, это не просто слухи. Мой второй брат Виктор был тем, чье воображение дало начало всему этому. И он до сих пор работает, полагаясь только на свое воображение. Он знает, чего он хочет, и после того, как решил в себе, что это то, чего он хочет, и что будет хорошо для его бизнеса, он затем в своем воображении присваивает это себе и позволяет событиям происходить. Как написано в Писании, видение имеет свой определенный срок. Оно созревает, оно расцветет. Если оно принадлежит, то жди, ибо оно верно и не замедлит. Вот истинный перевод этого отрывка. Так что, когда вы знаете, чего вы хотите, оставайтесь верны этому предположению. И хотя в данный момент ваши чувства и разум отрицают это предположение, если вы будете упорствовать в нем, оно затвердеет в факт. Ведь разве нам не говорят, что Бог называет вещи, которые не видны так, как будто они видны? И тогда невидимое становится видимым. Все, что переходит из невидимого в видимое, происходит именно таким простым способом, ибо Он есть воскрешающая сила. Поэтому если я предполагаю, что я есть, мне не нужны доказательства, чтобы поддержать это. Я называю это, даю форму, даю определение, и, оставаясь в этом, воскрешаю это. Я точно знаю, о чем говорю. Все, что мне от вас нужно, это ваше принятие этого. Поверите ли вы, что для Бога все возможно? Поверите ли вы, что все возможно для вас? Вы сможете убедиться в этом в недалеком будущем. Но вы – та движущая сила, которая это осуществит. Это не произойдет само собой. Если вы осмелитесь предположить этой же ночью, что у вас есть лучшая работа, чем у вас есть, или более высокий доход, вас могут уволить завтра. Но не беспокойтесь об этом, потому что при размышлении вы поймете, что это было необходимо, чтобы продвинуть вас к исполнению вашего предположения. Я видел, как увольнение человека приводило его к лучшей работе. Я не советую вам самим увольняться, потому что вас могут повысить на текущей работе или пригласить в другую конкурирующую компанию. Я не знаю, как это происходит. Я только знаю, что если вы будете верны своему предположению, это произойдет, и вы будете продвигаться к воплощению того состояния, которое вы осмелились предположить своим. Я мог бы рассказать вам множество подобных историй, поэтому я говорю вам, живите в конце.
Конец — это место, где мы начинаем. Если я уже вижу свое имя на вывеске, это и есть конец. Я не жду, пока произойдут события, ведущие к этому. Я живу в этом конечном состоянии. Если я достигаю этого конца, каково это было бы, если бы это было правдой? Главное — делайте, верьте, и все у вас получится.